Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Вот и пришло время снимать видео о раскрашенном за месяц. Обожаю это время, так как много выходит роликов и наконец-то есть что посмотреть интересненького. Так что, если вам такое видео интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра! Планы я выполнила, ну и, соответственно, перевыполнила. Хотя не думаю, что у меня прям было очень много работ. Ну, наверное, по плану штук 30. Ну и не по плану, наверное, не знаю сколько. Ну, 16, может быть, 20. Сейчас даже посмотрю. 21 работа получается не по плану, а по плану у меня, ну, где-то, наверное, да, 30. 31, даже 32. Вот. 33. Ну, в общем, где-то так. В целом неплохо. Начну я в этот раз не по порядку. Обычно я начинаю с больших раскрасок, но сейчас как получится. Во-первых, вот такая. Первое, что мне попалось, калинка да малинка. Как вы знаете, люблю такие раскраски. И здесь я вот эту иллюстрацию раскрашивала. Детская акварель луч и сухая пастель мунга. Autumn Scents от Creative Heaven. И тут, неужели я закладку даже не сделала? Да. Ну ладно, вот я уже нашла. Вот эта иллюстрация к Хэллоуину. Совместник у нас с Оксаной был. Сегодня выложила, так что кто не видел, проходите, смотрите. Здесь сухая пастель, дервенты, призмы, масляная пастель, карандаши разные, ну, помимо дервентов, мэджики, фикс прайс, Кохенур, полихромосы, берлинга, металлики. В общем, все такое. Волшебные миры. Здесь тоже хэллоуинская вот эта иллюстрация к совместнику. Раскрашивала штабила Пауэр. Потом кисти Эрих Краузе Артбери. Это мы вместе с Оксаной красили. Животные. Тут вот такие простенькие рыбки. Ну, обычными разными фломастерами я красила. Знаете, очень странно. У меня здесь лежит закладка, но записана 30-я страница. Так что... А я напрочь не помню, что конкретно из этого я в этом месяце красила. Не, ну сейчас я, правда, посмотрю, что я раскрасила в прошлом месяце. Ну и да, это я в прошлом месяце, а в этом вот это красила, просто закладку не положила. Ну, потому что это все в начале обычно раскрашивается, конечно, я уже не помню. Пейзажи. Тут мы вместе с Оксаной красили, и у нас была вот эта иллюстрация. Здесь уже закладка совпадает. Ну, типа такая, вроде как более-менее похожа на осень. Colortronic. Тут хочется надеяться, что закладка есть, но ее не было. Вот эта иллюстрация Мона Лиза. Тут я еще немножко по контуру серебряной ручкой обвела
Мне показалось, так будет лучше. И здесь у меня помимо спиртовых маркеров сухая пастель. Ну, я подумала, что нормально будет. И как раз, чтобы понежнее было, сделала вот ручкой. Ну, то есть у меня здесь и по номерам, и всякие разные. Мир животных, цветовой квест. Тут я раскрасила вот эту иллюстрацию. Она мне нравится, и как получилось. Раскрашивать было очень приятно. И я очень люблю подобный стиль. Вот, поэтому мне нравится. Побольше бы таких иллюстраций. Также цветовой квест колорист, который у меня как раз таки появился в этом месяце. Ну и, наверное, я... ну сначала я раскрасила вот эту иллюстрацию, потом вот эту. Тут это было такое реальное совместное раскрашивание с моей ученицей Дианой. Вместе красили. Ну и, в общем-то, я так в спешке выбрала, и я не поняла, что здесь елочка. Так бы, конечно, выбрала что-нибудь другое. И, кстати говоря, я не отметила, что у меня здесь две раскрашено, поэтому... может быть, я отметила, но она ж у меня не по плану шла, поэтому в другой раскраске, в другом блокноте. Большой город. Здесь она у меня как бы двусторонняя, односторонняя, точнее, под маркеры, так как я из двух одну сделала. Изначально я планировала разворот раскрасить, потом я поняла, что это очень скучно, несмотря на то, что такой стиль мне нравится. Ну и, соответственно, красила спиртовыми маркерами с обратной стороны вот так. И мне даже нравится, что вот здесь часть раскрашена, это даже очень прикольно. Мир сказок. Я вообще люблю, как вы знаете, вот такие раскраски. Это у меня уже давно, поэтому я не стала делать из нее одностороннюю и крашу здесь фломастерами. Но поскольку здесь вот требовалось много голубого, у меня, конечно, голубых фломастеров полно, но они с такой скоростью улетают, что я решила, пусть лучше здесь будет акварель. Ну, просто детская, луч. И мне кажется, так даже гораздо лучше. Цветовой квест «Города». Вот такая иллюстрация. Ну, простейшая, как и все пиксельные. Просто отдыхалочка, хотя не могу сказать, что уж прям сильно отдыхалочка. Так, далее загадочные кошки. Тяжело она у меня как-то идет. Сначала хорошо пошла. Вот такой кошак. Как его там показывать, я не знаю. В теории, наверное, вот так. Красим с Оксаной. И, собственно, и города тоже с Оксаной красим по порядку. Поэтому вот так. Следующее — это волшебный мир Средиземья. Тут мы также красим с Оксаной по порядку. И вот такая у нас иллюстрация в этом месяце. Здесь акварель «Белые ночи» и Виста Артиста. Виста Артиста вот здесь немножко я добавила, а в основном «Белые ночи». Вот тут, по-моему, манделузы. Белым вот здесь обвела. Ну, а манделузы, да, вот эти. Короче, с размытием. А птиц я раскрашивала дервентами. Дервент дроуинг. Потом брала блендер от карандаш, растирала. Потом салфеткой вот так вот. Ну, для блеска. Вот.
Как вы знаете, мне нравится вот это сочетание такого глянцевого, матового. Так, что еще? Ну вот здесь вот Берлинга металлик и тоже немножко ручки. То есть не ручки, а Берлинга корректор был. То есть получается и тут Берлинга металлик, и по краям корректор также от Берлинга. Ну как-то так. В целом нормально получилось. Я очень долго откладывала раскрашивание птичек. Но в итоге тут положила много всяких карандашей, которые думала мне потребуются. Начала вот с этой птички. Поняла, что очень удачно подобрала цвет. То есть я не знаю, какие они в жизни, но имеется в виду, что в целом была удачная подборка цвета. И я решила, что всех так и раскрашу. Ну и черный карандаш кахенуровский. Следующее это мистические создания, арт-раскраска. И здесь у меня... здесь у меня какая-то ерунда с напряжением. Пришлось взять Powerbank. Такое иногда бывает. В общем, вот эта иллюстрация. Здесь у меня мэджики, брутфунеры. Наверное, что-то еще. Не помню. Вот этот кахенуровский химический карандаш. И еще один просто кахенуровский карандаш. Не акварельный, а обычный. Немножко черного карандаша. Ну и, соответственно, потом я все это растирала салфеткой до блеска, потому что мне так очень нравится. Из этой же серии ночные мотивы. И здесь вот эта иллюстрация. Тут у меня красный это мастер-класс. Ну, не акварельные, которые, в общем, белые ночи. Здесь Кахенур Silky Black. И вот тут вот более темный это Polychromos. Вот это Vista Artista 3 карандаша. Это дервенты абсолютно разные. Мне так понравилось ими раскрашивать. Ну, я не знаю, хотела что-нибудь вот такое сделать. И потом я это все блендером от карандаш и растерла. В целом нормально, эффектно. Давненько я ничего в арт-йоге не красила. Ну, а в этот раз дошли руки, и я тестировала отвратные карандаши с AliExpress, которые были заявлены как масляные, но они не то что не масляные, они вообще ужасные. Вот, но тем не менее они у меня появились, и я для затеста, чтобы что-то вам рассказать, я раскрасила вот эту иллюстрацию. Кто впервые на моем канале, не в курсе, о чем идет речь, это вот эти Joy Wish. Они частенько на AliExpress попадаются в предложенном, и, в общем, они ужасны. Они жесткие, бледные, ну, как-то так. То есть у них, в принципе, эффектная только коробка. Сами они обычным образом выглядят, и у продавца на превьюшке, так сказать, на фото карандаши другие указаны. Совершенно. То есть упаковка немного отличается. Я здесь тоже блендером и салфеткой проходилась. Следующее это Златовласка. И тут у меня раскрашена первая иллюстрация. Ну, она не единственная, да. Просто в этом месяце я вот выбрала такую. Тут полихромосы, сухая пастель Мунга, Magic из Fix Price. Да всего по чуть-чуть. Разные карандаши. И Крета Color Сангина. Или как-то. Как он там называется? Кербер Азанос. Геоморфозы. Тут мы вместе с Оксаной красим. Тут самая простейшая иллюстрация. Знаете, у меня с этой раскраской бывают иллюстрации, где складывается, а бывает, где не складывается. Вот сейчас этот вариант.
раскрасила как могла, много мелкотни. Вроде бы и подводный мир мне нравится раскрашивать. Не сказать, что я умею красить его, но тем не менее. Ну вот здесь как-то так. Я в таких случаях говорю, как нарисовано, так и раскрашено. Ну, а может быть, это просто не моя иллюстрация. Далее «Хрупкий мир», и здесь тоже совместное раскрашивание в том же самом составе, а ссылка на канал Оксаны под видео. Ой, в конечной заставке. Это раньше я всегда под видео все добавляла, сейчас удобнее в конечной заставке, чтобы сразу здесь. В общем, вот это у нас иллюстрация. Здесь, в общем, как всегда бывает с Кербера Заносом, у меня Монделуза с размытием. Правда, вот здесь вот Magic Кахануровский, от Берлинга корректор по контуру. Вот. Ну и, наверное, может быть, где-то здесь акрил, еще что-то вот в этом роде. Ну и потом дервентом я вот немного доработала. Ну, самую-самую малость чисто так оттенить. С обратной стороны вот так. Угадай, нарисуй, раскрась. Издается более 40 лет. И здесь я красила вот эту иллюстрацию, то есть тут уже был дан пример, и потом я уже все сама раскрашивала. Раскрашиваю я здесь детской акварелью луч, ну и, в общем-то, вполне себе нормально так подобрала оттенки. Ну, я смешивала, все такое. Также в этом месяце у меня появилась раскраска «Волшебные истории. Заколдованный лес» Ханны Карлсон. Я просто в полном восторге от данной раскраски. Ну и что я здесь раскрасила? Во-первых, вот это. Обычно это всегда остается не раскрашенным. Далее вот здесь. Ну и также мы вместе с Оксаной раскрасили эту иллюстрацию. Здесь брутфунеры. Также здесь я использовала корректор Берлинга, немножко гелевых ручек. Ну, в целом, вот такая иллюстрация получилась. Раскрашивала я просто с огромным удовольствием. Замечательная иллюстрация. Бумага, правда, такая себе, но сами иллюстрации очень-очень классные. Мария Тролли в час заката. Тут была раскрашена вот эта иллюстрация. Сухая пастель Мунга, возможно, брутфунеры, а может быть какие-то другие карандаши. Здесь или белая ручка, или корректор, по-моему, белая ручка. Гуашь пастельная. Как она там? Ну, в общем, как у всех, стандартная, Эрих Краузе, по-моему. И еще, как оказалось, одна иллюстрация была раскрашена уже совместно с Оксаной. Это вот это. Тут, наверное, может быть тоже... Вот это Vista Artista, насколько я помню, потому что я только их приобрела на тот момент. А это я не помню. Сами цветы. В общем, 2 иллюстрации. Также в этом месяце у меня появилась раскраска от Марии Тролли «Дивная луна» или «Луна». Не знаю, опять же, как правильно. Раскрасила вот это. Калибри раскрасила. И вот здесь я тоже раскрасила. Здесь, наверное, Derwent Colorsoft, а это Vista Artista. Ну, вроде как, по крайней мере, по моим записям, вроде бы все в данной раскраске. Следующее это Ханна Карлсон «Дневные грезы». Ну, в общем, получается, что раскрашена вот эта иллюстрация. Скорее всего, здесь брутфунеры. Да, точно вот эту иллюстрацию я красила. И также
Вот такая вот нежнятинка. Фон петербургская пастель сухая. Ну а здесь опять же такие нежненькие брутфунеры, немножко гелевые ручки. Мне почему-то вот захотелось сделать эту иллюстрацию в таких цветах, и обычно я стараюсь не делать таких контрастов. Также Ханна Карлсон «Расцветный час». И здесь вот это. Тут сухая пастель Мунга. Наверное, брутфунеры тоже. Немножко блесток луч. Немного гелевой ручки. Тоже, в принципе, понравилось. Тут я не помню, может быть, дервенты, а может, те же самые брутфунеры. «Удивительные джунгли» Джоанны Бесфорд. Давненько я ее не брала. В общем, вот эту иллюстрацию я раскрасила и потом сделала сухой пастелью такой вот фон. Самый-самый простенький. Да, тут еще отпечатки пальцев остались. Ну, в общем. Когда-то она у меня довольно-таки неплохо шла, эта раскраска, потом забросила. Следующее – это «Тайны стихи» Виктории Дорофеевой «Земля и огонь». И я раскрасила вот осеннюю такую иллюстрацию с тыковками. Здесь у меня Magic Kohinoor, Magic Fix Price, призмы, дервенты, полихромосы, всего понемногу. Ну и черный кохенуровский карандаш и белый корректор по контуру Берлинга. Танец на коленке. Вот этот разворот тоже натирала до блеска. Мне здесь на ощупь бумага очень нравится. Следующее. Я люблю раскрашивать морских единорогов. Здесь мы красим вместе с Оксаной. И у нас вот эта вот иллюстрация. Здесь штабила Трио Деко, спиртовые маркеры, ручки с ультраблеском из Fix Price. Ну и, конечно, с обратной стороны. Ну вот так. И я еще испортила эту иллюстрацию. Я люблю раскрашивать фламинго. Вот эта иллюстрация. Тут мелки водоразмываемые из Fix Price, сухая пастель, ручки с блестками. Ну и я не помню, что это было. Ну, наверное, маркеры, скорее всего, спиртовые, раз просвечивали. Книжка-разукрашка с озорными картинками. Осенние листья. Это «Белые ночи», ну, мастер-класс и полихромосы. Это, возможно, дервенты и пентелевская масляная пастель на фоне. Хьюги. Здесь я вот этот разворот доделывала когда-то, когда я сделала вот эту иллюстрацию. Чтобы в будущем ничего тут не попортить, я сделала фон. Ну и в этот раз просто дораскрашивала листики и совушки. Удивительные животные. Как вы знаете, очень люблю эту раскраску. И вот эта иллюстрация у меня была раскрашена. Тут дервент граффитинт, я ими раскрашивала. Удивительные цветы. Тоже очень люблю. И я здесь вот это красила. Здесь у меня Виста Артиста, а это я не помню. Скорее всего, брутфунеры. Фон не делала, мне пока и так нравится. Чай и кофе. На чьей стороне ты? Была раскрашена вот эта иллюстрация.
На фоне какая-то сухая пастель, не помню какая конкретно, скорее всего Мунго, там был такой у меня оттенок, он максимально бледный. Ну и вот какие-то карандаши, не помню. Да это и не важно. Котики, мурмур-терапия. Здесь я раскрасила вот этого котенка масляной пастелью, и фон тоже масляной пастелью. Это было раскрашено давно, поэтому вот как-то так сделала. А раскраска по номерам. Тут у меня 2 иллюстрации. По сути дела разворот. Сначала этот красила, потом этот. Фломастерами марки каждый день. Загадочный лес. Эта иллюстрация мне не удалась. Здесь фикс прайс, деревянный граффитинт, фон сухая пастель, это призмы, это масляная пастель Pentel. Ну вот как-то да, не задалось, потому что, не знаю, вроде и прикольная иллюстрация, но одно и то же красить неинтересно. 100 объятий Крис Ридл. Тут фламинго. Мы красим вместе с Оксаной, но без привязки к конкретному месяцу. Это дервенты. Мандалы побеждаем фобии и страхи. Вот это раскрасила как раз-таки карандашами с AliExpress Joy Wish. То есть здесь ничего другого не подходит, кроме карандашей. И при этом хорошо можно вот как потестировать, своего рода выкраску сделать. Творческое самовыражение. Тут у меня... А тут я раскрашивала дервентами и сухая пастель на фоне. Ну, в общем, вот эту иллюстрацию. А Рита Берман. Эту раскраску мне дарила Оксана. Спасибо огромное. Здесь у меня раскрашен разворот. Вот цветочек и такой мышастый. Очень уютная иллюстрация. Модные раскраски для девочек, осенние листья. Прекрасные цветы. Вот это иллюстрация. Город волшебства. Как раз таки раскрашивала к Хэллоуину. Сад времени Дарьи Сонг. Да, не судьба мне ее будет закончить до конца года. Но вот такая вот иллюстрация у меня получилась. В целом мне как бы нравится. Ну что ж, это было все, что я раскрасила в этом месяце. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и инстаграм 37 рыжая 38. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уюта. До скорой встречи. Пока-пока.